А что если кризиса среднего возраста не существует? Нам навязали это название для этого явления. А если так вдуматься и порассуждать, то это вовсе и не кризис. Посмотрите, человек в средние года, да, когда приближается к 40, у каждого по-разному, плюс-минус. Говорят, в этом возрасте 40-45, может у кого-то раньше, происходит переломный момент, когда с ним происходят две или три вещи, не знаю, можно разделять по-разному. Первое, это у человека появляется больше свободного времени и возможностей. То есть дети выросли, дом построен, жена обеспечена, на работе уже более-менее все стабильно. И у человека освобождается время, появляются деньги. А второй пункт — это, наверное, вот этот пункт называют кризисом, но это не кризис, как по мне, это просто момент, когда человек задумывается, куда он идет, куда он пришел, и переосмысливает все то, что навязало ему общество, а общество ему говорит: ходи на работу, строй дом, воспитывай детей, о себе не думай. Я больше говорю о мужчинах, потому что я мужчина, но, наверное, женщин тоже это касается. Вот. И человек задумывается, что он всю жизнь делал то, что хотели от него другие, и начинает вспоминать, о чем он мечтал в детстве, что он любил делать, кем хотел стать. И если он любил разбирать машинки в детстве, механизмы, там, паять что-то, он покупает условно себе Ниву или японского корча и начинает их тюнинговать, кататься с друзьями по лесу или там в дрифт ударяется, еще что-то такое. Либо покупает себе мотоцикл, если он любил в детстве на велосипеде по трамплинчикам прыгать, он покупает себе эндуро-мотоцикл. И опять же весело с друзьями гоняет по лесу, прыгает через бревна. Вот. Еще есть такой пункт, как спорт в общем, если взять там бег, плавание, качалка. Этот пункт, наверное, человек просто задумывается к этому возрасту о своем здоровье. Допустим, у него там лишний вес, или он понял, что уже не так молодо и легко, свежо себя чувствует, и он решает заняться собственным телом, опять же, потому что появилось время и возможности, финансы. И он начинает там бегать, плавать, триатлоны и все такое, а уже потом участвовать в соревнованиях. То есть никто не начинает бегать ради того, чтобы участвовать в соревнованиях. Изначально люди начинают бегать, потому что они хотят там стать здоровее или еще что-то в этом плане. И вот если взять все эти пункты, когда говорят, что у человека кризис среднего возраста, да, он купил себе мотоцикл, Ниву или начал бегать марафоны, вот это вот все берем и смотрим на человека. И человек счастлив, абсолютно счастлив в эти моменты, когда он занимается этим. Он занимается любимым делом, он занимается тем, что ему нравится, тем, о чем он мечтал в детстве, кем он мечтал стать, чем мечтал владеть. И получается, это не кризис, это рассвет или расцвет человека, его свободы, его выбора. Я даже не знаю, какое определение к этому еще придумать надо. Возможно, оно уже есть, я не знаю. Но получается так, что я смотрю на это не как на кризис среднего возраста, а как на становление человека счастливым. Вот. И когда человек начинает выбирать себя и себя ставить в приоритет, свои желания, возможности, свои свободы использует для себя, для своих целей. Наверное, над этим вопросом можно долго рассуждать, как это называть и так далее, но я считаю, что как такового кризиса среднего возраста не существует. Точнее, если вы его не смогли прожить нормально, в плане не выбрали себя в этот момент, когда вы задумались, куда ты идешь, куда ты пришел, чего ты добился там, или затыкаешь свои желания все дальше в ящик, даже при том, что ты можешь уже их воплощать, вот это, наверное, кризис. Но это уже условно вина человека, что он не смог разобраться с собой. А если человек занялся спортом, нашел какие-то новые увлечения
и все вот и в этом роде. Начал покупать какие-то странные игрушки себе в виде машин, мотоциклов, велосипедов, самолетов, чего только нету. Я думаю, что это не кризис, это человек как раз-таки справился с кризисом, он не вошел в кризис, он нашел путь, который обходит его. Ну вот, может быть, это так можно сформировать. Если смотреть на себя, мне почти 40 лет, и как будто то, что люди называют кризисом среднего возраста, у меня длится всю жизнь, большую часть ее, потому что всю жизнь я занимаюсь разными видами спорта, абсолютно. Я постоянно их меняю, добавляю какие-то пропадают, какие-то появляются, потом опять возвращаются. Ну, короче, все очень... У меня много разных увлечений. Стендап был когда-то, там, фотография сейчас, да, там, пробую видео снимать. Куча видов спорта перепробовал. Куча путешествий, кстати, благодаря этим видам спорта было. И это вся моя жизнь, и я могу сказать, что, в принципе, я живу счастливую жизнь в этом ключе, в этом плане. И как будто кризис среднего возраста не может меня застать, потому что он длится всю мою жизнь. Но, опять же, я могу в этом ошибаться, потому что он, допустим, я не пришел к этому кризису еще, и я не понимаю, как он выглядит до конца. И возможно, когда он меня накроет, я изменю свое мнение. Но пока по всем описаниям кризиса среднего возраста я его проживаю всю жизнь, получается. И, кстати, на поле, на котором я снимал это видео, там вдалеке, не знаю, видно или нет, кусочек горы торчит. И это не гора, это свалка. И я думаю, что пора отправить на свалку такое устаревшее выражение, как кризис среднего возраста, и придумать что-то новое, какое-то новое название для этапа в жизни человека, когда он становится счастливым, выбирает себя и выбирает быть свободным от навязанных обществом мнений и вот этого вот всего. И пишите свое мнение в комментариях, с чем вы согласны, с чем вы не согласны, или свои мысли по этому поводу. Был ли у вас такой этап в жизни? И удачи, встретимся в следующих видео.